чтобы потом не сказали, что мы тут Да. водку хлещем в эфире. У нас есть такие, любят всякое придумывать. Сегодня мне уже отчима нашли. Да? Так интересно, да, потом я тебе покажу. Прикольно. Да, отчима вообще, мы в милиции дрались с ним. Ладно, хрен с ним. Так что на всякий случай. Итак, здесь вот Яна решила такого морского типа, природно-морского типа сделать такой необычный алтарь. Вот, это алтарь предков, маленькие боги, которые отвечают за род. Главные боги, и в принципе это не весь пантеон, но мой пантеон, он огромен, и здесь просто места бы не осталось. Его тоже где-нибудь поставим потом на днях, как-нибудь проведем, еще есть много работ. Вот. Итак, друзья мои, напоминаю, почему мы проводим такие сильные праздники, языческие праздники вместе. Причина в том, что, не только языческие, вообще вместе проводим ритуалы, призывы удачи и прочее. Причина в том, что когда мы соединяем воедино огромное количество энергии, то наше дело получается быстрее. Или мы быстрее можем и сильнее прикрепить к себе и призвать удачу. То есть это вот такой вот совместный молебен, если кому-то интересно по новому стилю понимать это. Совместное объединение нашей энергии. Чтобы просто некоторые поняли, что это не сеанс Кошмаровского, там я заряжаю воду, еще чего-нибудь. Это объединенный молебень. Хорошо. Просьба, совместная там, совместная отправка сил, вот больше идет вот этого запаха, чем когда Вот он от был. этих? Да. Ага. Вот это вот благовоние. И поэтому люди любят вместе проводить ритуалы касаемо призыва удачи, чистки, благодарения богов и так далее. Смотри, как они лопнуло. Оно, смотрите, оно там осело. Я думала, оно наоборот наверху, оно оседает Нет, вниз. надо было тебе вначале воду налить, а потом сверху капнуть. Тогда он бы туда не пошел. Да? Ничего страшного сейчас. Надеюсь, что ничего не будет. Да не должно, вроде стекло специально для этого создано, что оно нагревается. Кузнечки. Да? А я сегодня даже так вышла и думаю, обалдеть, у нас что этот гремучий змей вот эти появились. Да у нас, может, шанап через забор подкинула, от них все можно ожидать, они же больные. Вон идею подала, змею сюда. Сейчас скинутся, купят кобру и сюда скинут. Да, пожалуйста, я не против. Я как раз хотела ферму змеиную открыть. Говорят, хорошие заработки, яд продавать. Может, к ним пойти с банкой, сжимать их головы туда. Так, начнем. Не, просто когда у людей много яда, они могут даже бизнес открыть, чтобы зря не пропало. Итак, друзья мои, Иван или Ивану, или Ваню – это старинное название из скандинавского. Переключить. Сейчас, извиняюсь, секунду. Наверное, да, я забыла переключить совсем другое качество. Лучше? У меня да. Более яркое, да? Просто надо было отключить от Wi-Fi, и все. Здесь лучше такое. И солнцестояние мы уже с вами отмечали, но праздник, когда солнце поднимается до самого зенита мироздания, до купола мироздания. Вот отсюда и название Иван Купала. То есть солнце поднялось до самого купола. Некоторые просто путают слово купала как купальный сезон или от слова купание. Нет.
Купала от слова купол, вершина. И в это время считается, что небеса открываются, и боги смотрят на своих детей, на своих внуков, потому что наши боги нас рабами не называют. Наши боги нас называют своими детьми, внуками, и наши предки называли богов своими отцами, матерями. Они так к ним обращались. Они говорили, что они чада богов, да. И я говорила 100 раз, что вот какой у тебя бог, такая у тебя и судьба. Выбирая бога, мы выбираем судьбу. Если мы выбираем бога, который нас называет рабом, то, понятное дело, что такое удел раба? Кто раба любит, кто раба уважает, кто считается с чувствами раба? Да никто. Ему подкидывают кусок хлеба, и он работает на износ. Вот и все. И рабу не оставляют наследие, раба не наставляют, рабу не покровительствуют и так далее. А своим детям оставляют имущество, наследие, да, своих детей любят, берегут, переживают за них. Вот мы дети богов, мы не рабы богов. И поэтому, если здесь есть рабы боженьки, я попрошу вас, наверное, не участвовать в этом всем, потому что, ну, это будет лицемерно, это будет неправильно. Ну, рабствуйте себе дальше, а мы свободные люди. Итак, Иван Купала считала, что если найти папоротник цветущий, то человек обретает славу, уважение. Я вообще говорила, что люди всегда хотели просто так найти что-нибудь, да. Лежал на печи Ванечка 40 лет, потом раз и оттяпал полцарства, еще и царевну. Вот лежал на печи Илья Муромец, а потом раз и стал героем. Люди всегда хотели, ну, просто внезапно что-нибудь приобрести, чтобы вот у них, или там, например, отправляют, вот посмотрите, у меня на ладони вот есть какое-то родимое пятно красное, сказано, что с таким родимым пятном это избранные люди, они очень богато живут. Я спрашиваю, вам сколько лет? Мне 38. Вот за 38 лет что у вас есть? Вы богато живете? Да нет, вот я на квартиру, все такое, а вот мне просто сказали, я говорю, знаете, если бы вы были избраны жить богато, вы бы в 38 лет точно бы жили уже хорошо. По крайней мере, у вас бы уже была основа для богатой жизни. А так, то есть люди всегда стараются незаслуженно, просто так, на халяву, раз и резко разбогатеть. А разумный человек, он идет к этой цели постепенно, идет к этой цели спокойно, заслуженно. Он отдает и получает, он отдает время, силы, где-то здоровье, энергию и получает добротную жизнь, достойную жизнь, да, жизнь в достатке. Не обязательно там миллиардером становится, но, по крайней мере, он может себе позволить то, что не могут позволить себе много миллионов людей. Так вот, если у человека есть благословение богов, то он обязательно своего добьется. А как добиться благословения богов? Уважать их. Вот на днях мне отправили результаты чисток. Я очень была довольна, я даже отправила в голосовой как-нибудь потом начитаю, да, девушка сказала, что все хорошо, столько начали золото дарить, она вышла замуж и так далее, у нее все получилось. И я сказала, самое главное в этой жизни уважать даже не меня, а те силы, которые вам это дают. То есть быть честной с этими силами, понимаете как? Вот вы говорите, я уважаю эти силы, они мне помогли, они вам помогают, действительно дарят вам очень многое в жизни, меняют вашу жизнь. И вы, например, ходите в какие-то форумы и раз и взяли что-нибудь сморозили там про эти силы, даже из другого профиля. И вы решили, что, например, я это не знаю, не вижу, это левый профиль, никто не догадается. Но силы, которые это услышали, прочитали про себя, то есть поняли, как вы им ответили за все хорошее, они все заберут обратно. Помните, как-то за моей спиной форум создали люди, которым я помогла. И я уверена, что у этих людей опять все пошло все прахом. Я не удивлюсь. Почему? Потому что это я могу не видеть и так далее. Но если человек обращается к богам, к силам, просит помощи и получает, а потом вот так подло себя ведет,
Пусть этот человек не удивляется завтра, что у него начинается проблема, потому что силы и предательство не прощают. Так вот, если вы хотите в своей жизни добиваться успеха и всегда в этом успешном состоянии находиться, вы должны часто обращаться к богам, благодарить их, приносить им какие-нибудь дары, ну, откупы. То есть что это такое? Это не миллионы тратить, это благовоние, это вино ставить иногда, это начитывать, это благодарить и так далее. То есть уделять им должное уважение, чтобы они тоже вам давали то, что вы просите. Не просто ходите и просить. Не только для этого приходите. Только да, и иногда и спасибо нужно говорить. Итак, Ивана Купала. Все вместе будем праздновать этот праздник. То есть встречать этот праздник. Конечно, есть традиционные там встречи праздника. Это когда купание совместное, да, вокруг костра. Значит, прыгают вокруг костра, через костер и оставляют там, сжигают все свои старые там прегрешения, все свои болезни, все свои трудности. Это замечательно. Хотелось бы такое провести. Может быть, когда-нибудь мы для такого соберемся. Но сейчас, в данный момент, конечно, в мире такое творится, и как бы настроения нет для этого всего. Все, что мы делаем, и то хорошо. И это можно. Но завтра вот в течение целого дня вы можете пойти и возле реки разжигать костры и прыгать и так далее. Наша задача с вами принять давать этот праздник. Реке, да. Вот это вот все ритуалы с рекой. Все эти ритуалы с рекой, там благодарить речку и все прочее. То есть вы можете провести, Ян, мне кажется, он лопнет. Да ладно. Уже такое ощущение прям непонятное какое-то. Да ладно, хорошо, лопнет и ничего страшного. То есть мы с вами, наша задача принять этот праздник и благодарить богов. А как вы будете это встречать, это уже каждый человек сам по себе встретит. Итак, начнем. Первый ритуал, который мы с вами будем проводить, еще раз говорю, здесь не традиционно, как я вам даю эти работы, да, если вы одни будете это делать, вы можете проводить, то есть должны проводить все так, как здесь приписано, как сказано, полностью соответствовать вот этому, то есть не отходите от условий ритуала. Но когда мы все вместе проводим, мы просто с вами повторяем эти слова, а у нас уже алтарь готовый. Мы призываем эту энергию удачи и осеняем себя и свой дом всем тем, что нам дано. Кстати, последний ритуал, потом после эфира я, наверное, еще раз отдельно озвучу, потому что он, то есть он новый, благодарение богов. И сниму, как раз алтарь есть, и можно снять сразу же. Итак. Видно. Да. Начинаем. Первое читаем. Ручку? Да. Наверное, прочитаем 4 раза. Так будет правильно. По 2 раза каждый. Поскольку 4 стороны света, и вот по 4 раза мы и прочитаем. Теперь послушайте внимательно. За исключением того ритуала с пятаком. Значит, последний ритуал, там нужно было пятак подготовить. Я надеюсь, что все подготовили. Да. Вот у нас есть эти пятаки. Первый ритуал, там Яна закрепила, так что они есть. Все ритуалы да, кто не успел, там есть в объявлении о том, что мы будем с вами встречать Ивана Купалу. Внизу есть прикрепленный ритуал. Ритуал на Ивана Купала. Вот. И сейчас за мной начинаем повторять. Начали. Поменьше пишите, побольше слушайте и повторяйте. Священный день праздника Купала я очищаю свою хату, свою жизнь и судьбу от злых сил, от темных дел, от скверны и неудач. Духи Дивии, духи Навии, в красном углу встаньте, меня благословите. Зло из хаты моей, бедность уберите, черноту одолейте. Очищайся, моя хата, священным огнем.
очищайся от зла и скверны. И ночью, и днем гори бедность и беда. Сбегай горемычная суета, умри, маята, умри, бедность. Огонь священный, очисти мой дом, только благо пусть поселится в нем. Священный огонь праздника Купала, согревай мне душу, даруй силу и благо, даруй защиту богов и богов благословение. Я есть богов творение. О боги темные, о боги светлые, вам поклон и слава. Благословите мой дом и судьбу. О священный Купала, дарующий благо, очищающий жизнь. Священный Купала, благослови нас, одари и радуй. Славься, праздник Купала. Благо от богов, сила от духов, благословение рода и предков. Да будет так, и так будет. Славлю я Купала и благословляю. Хлебом буду сыта, деньгами буду богата. Да будет так. Неправильно сказать, сыта. Ну ладно, ударение не там поставим. Теперь прочитает Яна. Давай. В священный день праздника Купала я очищаю свою хату, свою жизнь и судьбу от злых сил, от темных дел, от скверны и неудачи. Духи Девии, духи Навии, в красном углу встаньте, меня благословите, зло из хаты моей, бедность уберите, черноту одолейте. Очищайся, моя хата, священным огнем, очищайся от зла и скверны. И ночью, и днем гори бедность и беда. Сбегай, горемычная суета, умри, маята, умри, бедность. Огонь священный, очисти мой дом, только благо пусть поселится в нем. Священный огонь праздника Купала, согревай мне душу, даруй силу и благо, даруй защиту богов и богов благословения. Я есть богов творение. О боги темные, о боги светлые, вам поклон и слава. Благословите мой дом и судьбу. О священный Купала, дарующий благо, очищающий жизнь. Священный Купала, благослови нас, одари и радуй. Славься, праздник Купала. Благо от богов, сила от духов, благословение рода и предков. Да будет так, и так будет. Славлю я Купала и благословляю. Отлично. Продолжаем. Еще раз читаем вместе со мной. Священный день праздника Купала. Я очищаю свою хату, свою жизнь и судьбу от злых сил, от темных дел, от скверны и неудачи. Духи Дивии, духи Навии, в красном углу встаньте, меня благословите. Зло из хаты моей бедность уберите, черноту одолейте. Очищайся, моя хата, священным огнем. Очищайся от зла и скверны, и ночью, и днем гори бедность и беда. Сбегай, горемычная, суета. Умри, маята, умри, бедность. Огонь священный, очисти мой дом, только благо пусть поселится в нем. Священный огонь праздника Купала, согревай мне душу, даруй силу и даруй силу и благо, даруй защиту богов и богов благословения. Я есть богов творение. О боги темные, о боги светлые, вам поклон и слава. Благословите мой дом и судьбу. О священный Купала, дарующий благо, очищающий жизнь. Священный Купала, благослови нас, одари и радуй. Славься, праздник Купала. Благо от богов, сила от духов, благословение рода и предков. Да будет так, и так будет. Славлю я Купала и благословляю. Хлебом буду сыта, деньгами буду богата. Да будет так. Еще раз теперь Яна. Все успеваю? Да. Раз не пишут, значит читают с нами. В священный день праздника Купала я очищаю свою хату, свою жизнь и судьбу от злых сил, от темных дел, от скверны и неудачи. Духи Дивии, духи Навии, в красном углу встаньте, меня благословите. Зло из хаты моей, бедность уберите, черноту одолейте. Очищайся, моя хата, священным огнем, очищайся от зла и скверны.
И ночью, и днем гори бедность и беда. Сбегай, горемычная суета. Умри, маята, умри, бедность. Огонь священный, очисти мой дом. Только благо пусть поселится в нем. Священный огонь праздника Купала, согревай мне душу, даруй силы и благо. Даруй защиту богов и богов благословения. Я есть богов творение. О боги темные, о боги светлые, вам поклон и слава. Благословите мой дом и судьбу. О священный Купала, дарующий благо, очищающий жизнь. Священный Купала, благослови нас, одари и радуй. Славься, праздник Купала, благо от богов, сила от духов, благословение рода и предков. Да будет так, и так будет. Славлю я Купала и благословляю. Хлебом буду сыта, деньгами буду богата. Да будет так. Отлично. И еще раз со мной, да? Нет, Или же всё мы- по 2 Да, раза. мы прочитали. Все. Так, следующее у нас к источнику Пиги. Но хочу вам сказать, что я здесь сейчас не буду делать вот так. Я буду. Да, если кто-то еще не взял воду, не Чашу с подготовил, водой. возьмите чашу с водой. Сейчас. тут вода. Потому что, да, нужно в ритуале нужно перелить воду от одной чаши в другую. А здесь можно просто воду руками как бы переливать, да, там поднимать и вниз. Немножко с опозданием. Да, да. Ну, ничего страшного. Оно всегда мне так. А это везде так. Мгм. Это же И прямой вот у эфир. нас так близко, а у меня вот так далеко. Это потому что ты внизу читаешь форум. А если вот так сделаешь, Тогда я форму не увижу. да, Мне туда не надо. она просто отодвинулась, поэтому. Мгм. Вот. Итак, воду. И вот, ну вот таким образом. Так, поднимаете воду и вниз. Потом воду можно просто вылить. Источник Пигия. Если вы помните, это богиня источников. Но однако к ней обращались не только для воды или для того, чтобы она обеспечила водой там города или селения. К ней еще обращались, когда нужно было открыть какой-либо источник. Ну вот источник чего-то. Я сейчас вот думаю, источник. Какой источник мне назвать? Источник знаний, наверное, да? Источник новых знаний. У меня, в принципе, источник идей, ладно. Вот Скажем так, лучше, да, так лучше. Знаний все-таки есть уже. Может, кому-то нужен источник денежный, источник, чтобы... источник работ. Вот источник льется на вас, вот различная работа. И вот выбирайте. Благо это сказано, знаете, как это просто так относительно. У каждого свое благо. Вот ну, сейчас скажите, благо, счастье, изобилие. От чего изобилие? Изобилие чего, например? Изобилие денег, изобилие идей, изобилие новых друзей, знакомств и так далее. Благо это такое понятие растяжимое, для каждого свое благо. Я помню, когда я в детстве пошла в библиотеку и говорю, а у вас есть интересные книги? Они говорят, а вот интересные в каком плане? Я говорю, ну, интересные. Говорю, вот мужчина, вот ему интересно, там он о птицах книги берет и читает, ему вот это интересно. Мгм. А кому-то еще, понимаете? Я тоже сейчас думаю, что мой вопрос был очень глупый. И вот интересная книга. О чем? Каждому свое интересно. Ну, какой источник здоровья? Вот о чем мы сейчас разговариваем? Что значит источник здоровья? Здоровье чего? Это невозможно. Мы же не сейчас оздоравливающие. Мы читаем для исполнения каких-то желаний, для перемены в жизни. Здесь здоровье при чем вообще? Здесь здоровье никакого отношения не имеет. Что значит источник здоровья? Все съели хлеб, все поели нормально. Ну, хорошо, подкрепились. пускай. Это не страшно, я же сказала. Вот здесь просто не обязательно, но Нет, у нас тоже хлеб лежит на алтаре предков. Ну, когда будешь читать, ноги не крести, потому что ты запрет ставишь, закрываешь. Ага. Да, всегда так. Я когда что-то начитываю, или если там смотрю человека, если скрестила ноги, у меня останавливается, я потом их... Ну, я по крайней мере, аж у вот так меня. вот Это заворачиваю, это да. ключ. Вы представляете, вот
в христианстве, да, осенять себя крестом, это закрыть все свои источники. Это руна, во-первых, руна... Нет, ну сейчас-то можно, это не я страшно. забуду раскрестить. А вообще это, это некий ключ, то есть это замок, это закрытие всего. Вот ты себя закрываешь. Так сказали, я думаю, ты когда читать будешь, ноги убери, а то в камеру лезут. Да, в камеру не лезут. Некоторые прям даже носки мои фиксируют и 3 часа обсуждают, что там зайчики были. А что там должны быть, я не знаю. Может, эти бегемотики с пампусиками. Потому как будто здесь в туфлях и да, источник удачи можно, да, удачи в делах. Но говорю, вот именно если вы хотите что-то от богов, вы должны четко и ясно ставить цель, понимаете? Вот я вам расскажу один случай. Есть, не помню сейчас в какой стране, европейской, какой-то мост желаний. Мне кажется, он в любом городе даже есть. Да, ну там вот какой-то специальный мост, там ходят люди со своими желаниями и замок, значит, закрепляют. И одна начинающая актриса сказала, что она хочет играть роль в кино. И закрепила. И на следующий день... Ой, ну хватит этого вот ересь, пожалуйста. И эти вот дебильные смайлики не отправляйте. Я сказала, желательно не крестить. Я не сказала, что если вы крестили ноги, все, конец жизни. Желательно этого не делать, не ставить себе запрет. У некоторых это вообще не работает, а у некоторых работает. Вот и все. Так вот, она... Ой, блин. Сейчас скажу источник чего, обидятся все. Прям вот, знаете, прям уже заколебали. А если источник того? Вот сейчас прям скажу, источник вот этого вот. И охренеете. Ну, хватит уже, а что за детский сад? И, значит, она закрыла на замок свое желание и сказала, хочу играть в кино. На следующий день ее пригласили играть в кино. И как вы думаете, кого? Банана, который стоит возле магазина в этом и вот зазывает народ. Четко, ясно надо говорить, что я хочу. Источник, чтобы все было хорошо. А источник вот счастья. А у кого какое счастье? У кого-то счастье, чтобы какой-то мужик богатый пришел и всю жизнь пахал на нее. А у кого-то счастье, например, новые идеи. У кого-то счастье вернисаж отправить свои картины. Понимаете, это четко и ясно говорят. Вообще в ритуалах вы слышали когда-нибудь, чтобы говорили: хотим, дайте мне, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было отлично и лучше всех. Нет. Я хочу что? Я, когда вам даю ритуалы денежные, например, прям четко, ясно перечисляю. Для чего я все время говорю, однообразно перечисляю, что мы хотим. Спутника жизни пиги не просят. Спутник жизни сам придет. Оставьте этих спутников, в покое. Так вот, четко и ясно говорим мы всегда в ритуале, когда деньги призываем или благополучие, мы говорим, что есть символ денежных людей, благополучных людей. Это дома, квартиры, машины, деньги, золото, шубы, серебро, подарки, слава людей, работа, благодарность, работа, повышение, карьера. Вот. Все имеет свои названия. Нету такого понятия, вот чтобы все было хорошо. Какой ритуал сделать на выигрыш в тендере? Мне кажется, тоже можно сказать, да? Да. Вот, карьерный рост называется. То же самое, пожалуйста. Источник выигрышей. Ну, выигрыши не так правильно. Источник, я даже не знаю, новых предложений, ладно. Денежных предложений, да. Источник денежных клиентов, если вы продаете что-то. Источник денег вообще. И откуда они придут, мироздание само решит. Мне вчера одна женщина написала тоже вот насчет источника и мужиков, и спутников. Помогите, пожалуйста, я хочу найти мужчину, очень он мне нужен, вот мне детей надо ставить на ноги, спасите, помогите. Я говорю, есть у меня ритуалы денежные, берите, делайте, у вас дела пойдут, и вы детей поставите на ноги, и все будет хорошо. Ой, нет, а можно, пожалуйста, вот чтобы мужчина. То есть тебе не мужчина нужен, тебе нужен раб, а точнее ишак, который вас свалит на себя,
и будет поднимать. А ему это надо, вот вопрос, вот задайте себе, ради чего какой-то мужик должен прийти и нас всех поднимать? Ты это... Королева Блин, красоты. можно я сейчас выкину вот черный список тупых людей? Извините, конечно, за выражение, все. Источник взаимопонимания с дочерью. Я бы сказала сейчас, источник какой. Хватит все. Дело не в вас, вы не виноваты. И это я виновата, я просто тупых людей не выношу. Поэтому я вас выкидываю. Надоело, правда. О, объясняешь, как тому Ишаку, блин. Ишак, ты знаешь, что весна будет скоро? Идите уже. Прям пока нет настроения своей тупости, ей-богу. Все, ладно. Так, начнем. Я уже вам четко, ясно сказала. Источник денег, если вы хотите, да, к Пиги. Источник новых предложений, хорошо. Источник новых идей. То, что вам даст деньги. Не надо, как Иван Дурачок, сидеть на печи, а вот хочу полцарства, вот ни с того ни с сего. Нет, поймите, вы все должны заслуживать. Помните, фильм был в советское время «Башмачник Маруф», который был влюблен в царевну Эсмигюль, или как там ее, не помнишь фильм? Я с такими именами даже не Да смотрела. ты смотрела эти фильмы, 100% сказки советского времени. Эсмигюль? Шахерезада, Да. Башмачник Маруф. Я забыла. И там, да, там вообще это все наше вот детство. И там, когда они очень долго все прошли, испытания, и вот наконец-то, значит, султан дал свое согласие на их брак, и он говорит, и старец пришел и говорит, вот помнишь, я тебе говорил, что вы будете вместе, и он сказал, ну почему вот столько надо было пройти, неужели не могли мы быть вместе тогда, зачем мы столько страдали? Он сказал, а любовь надо заслуживать, просто так не получают любовь. Вот то же самое, деньги, славу, имущество надо заслуживать, понимаете? Просто так, вон там сидят, смотрят, ой, да ну его, тунеядец, блин, даже за собой не убирает, как свинья. Нахрен, ничего ему не надо давать. Понимаете, это надо заслуживать. Когда видят твои старания, когда видят, что ты хочешь, когда ты работаешь, новые идеи создаешь, сидишь, записываешь, что, как, чего, вот тогда тебе дают. Все, начали. А что читаем по 2 раза или по одному? По 2 раза прочитаем, да. Итак, к источнику Пиги. Слушайте, больше не пишите про источник. Хоть источник трусов, просите, оставьте меня в покое. Все. Я объяснила, остальное ваше дело. Уже не могу. Итак, Пигия, богиня-источник, из кувшина твоего пусть льется щедро то, что мне нужнее всего сейчас. Дай мне из источника своего новые идеи, да и зальется на меня множество нужных идей. Пусть льется на меня с источника твоего множество идей. Да будет щедра ко мне вселенная, источник вселенский и богиня источника, Пигия. Лейся на меня, источник идей, бесконечным источником. Лейся на меня идеи, бесконечным источником. Благослови священную воду. Воду здесь пить не нужно. Здесь надо вылить. Потому что это когда вы одни будете переливать воду отсюда туда, его можно пить. А здесь вы руками будете пить. Вот так. То есть, да, вы просто показываете, имитируете источник. Благослови священную воду. Воду пью, желаемое получаю. Вода из источника желанием моим наполнится. В теле моем найдет приют, и то, что прошу, ко мне потянет, да исполнится. Лейся на меня из источника идеи. Пусть льется множество идей из источника на меня. Благослови священную воду, святой источник Пигия. Воду принимаю, желаемое получаю. Где вода, туда и желание потянется. Да будет так. Я вам сейчас объясню. Если вы живете в частном доме,
вылейте на землю, потому что это будет в вашем доме, останется в вашем саду, в вашем доме, то есть у вас останется. Здесь слова немножко по-другому сказаны и действия другие. Здесь основой является просто совместный ритуал, да, совместная энергия. Если вы живете не в частном доме, значит, помойте руки и лицо. Пусть эта вода останется на вас. И, значит, после не вытирайте. Вы это можете делать после всего эфира. Не обязательно прямо сейчас бежать и мыть руки. Мы, наверное, 2 раза прочитаем. Я считаю, что так правильно. Один я? Да, один, да. Потому что я просто подумала, что это 2 раза достаточно. Каждый попросил что-то, то, что хотел. Не нужно много повторять. Давайте еще раз. Пиги, богиня-источник, из кувшина твоего пусть льется щедро то, что мне нужнее всего сейчас. Дай мне из источника своего вдохновение, да и зальется на меня множество вдохновения. Пусть льется на меня с источника твоего множество вдохновения, да будет щедра ко мне вселенная, источник вселенский и богиня источника Пигия. Лейся на меня вдохновение бесконечным источником. Лейся на меня вдохновение бесконечным источником. Благослови священную воду. Воду пью, желаемое получаю. Вода из источника желанием моим наполнится. В теле моем найдет приют. И что прошу, ко мне потянет, да исполнится. Лейся на меня из источника вдохновения. Пусть льется множество вдохновений из источника на меня. Благослови священную воду, святой источник Пигия. Воду принимаю, желаемое получаю. Где вода, туда и желание потянется. Да будет так. У меня даже сразу идея пришла, Да? что надо дураков сразу посылать на китайскую гору, а не сидеть с ними и разговаривать. Видишь, как быстро работает. Тут же идея в голову долбанула. Так, теперь мы делаем с вами 3-й ритуал – заманить деньги в дом. Значит, давай вначале делаешь ты, потом я. В конце, когда вот под порог положить, это последние слова надо тогда говорить. Вот когда положишь на порог, ну, запомнишь. Можно и особо там. Ну, а листочек Просто, у меня, да, вот я положу. все. Берем пятак. Вот. Вот у меня свой. Можете, сколько там у нас есть? 50 копеечные или нету уже? 50 или есть. 500? Есть? А 50 500 есть. нету? 500 нет. Нету, да? Просто в некоторых странах есть 500 даже. Там, где есть 5, одним словом. Вот такой пятак. Но, послушайте меня, нужно деньги той страны, где вы живете. Потому что деньги другой страны в этом ритуале не подходят. Есть ритуалы, где можно различные, там без разницы. То есть руки, блин, какой-то трындец. Как у доярки. Ну ладно. Рабочий класс. Нет, это издалека просто. Когда приближаешь, там, как в этом, да? Откройте, пожалуйста, дверь. И можно и в этот домофон. Деньги заплатил, да, еще и не пускает. Блин, этот мужик он вообще звездой стал. Хотя он очень негодовал, что его там показали. Но мне кажется, он в истории остался. Там, А это конечно... который с домофоном? Да, пустите, пожалуйста. Домофон как жена. Если ты пьяный пришел, домой не пускает. Да хороший домофон, чё? Он ругался, все равно отодвигался, фотографировался. Он опять в конце там деньги-то заплатил, да, а еще меня не пускает, да. Пить не надо. Но с таким домофоном, я вам скажу, надо на всякий случай палатку купить. Потому что если не пустят это на улице, надо ночевать. Что еще там надо? Свечи, маленький этот печь в зимнее время. Ну, еще там кофе, чай в термосе. Это уже молчу. Ну, пипец, блин, это ужас. Особенно, когда зимой не пускает. Это вообще трындец, конечно. Да, идиотские. Они вроде деньги берут, но до конца не разработали нормально. Бабка одна, когда пила
этим сапогом. Она уже вышла из себя. Не смотрела? Нет. Как ты смотри, бабка бьет домофон. Она... Я думаю, я бы тоже так сделала, потому что, блин, ну все, нажимаешь, что надо, а тебе не пускать домой. По Это 5 как раз вообще? фотографируют. А потом Да. уже приколы начались, что они специально издеваются там, ну, Оно само автоматически, это просто камера снимает. Там же никто не сидит, не фотографирует их. Он сам автоматом говорит. Всех фотографирует, всех этих членов семьи, всех, кто находится в домах, и поэтому, то есть, по сути, это хорошо, лишний человек не зайдет. А с другой стороны, блин, такой домофон, кто-то за тобой гонится, ты пока там сфотографируешься, тебя замочат уже. Нахрен. Так, взяли пятак. Нет, под дверью не надо, новый надо. Возьмите новый. Итак, еще раз предупреждаю всех, кто ведет дочерние каналы. Нигде не писать с дочерних каналов. Ни у меня, ни где-либо. Закрыть все форумы. Все, и только тогда вести мой канал. Еще раз говорю, еще раз предупреждаю. Эти каналы не должны фигурировать нигде. Так, взяли пятак. Значит, сейчас первый проводит. А воду нет? Яна. Да. Ну, воду надо оставлять. Нет, воду Или пил? принеси. Сейчас смотри по очередности. Я же за тебя просто не кину туда. Так, тут надо водой тебя благословила, пьем. Потом Так, огненной воду. силой пьем. За огненной... Окуриваю. Да, потом окуривайте над благовонием. После, помнишь, там очередность. Ну, тут все написано. Да. Угу. И, собственно, потом в конце, ну, отложите в сторону, в конце, когда кладете под дверью, говорите определенные слова. Если у вас есть уже такой пятак, его не надо вытаскивать, надо новый взять. Все, время пошло. Я думаю, что кому нужно, те взяли. Это читаем тоже 2 раза. И вот это я потом прочитаю перед порогом, да? Да. Тогда Нет. я читаю вот до сюда. Сначала читаешь. Все заклинаю. Нет. Вот здесь. Потом монету над входной дверью можно или положить под порог. И то, и то. Иногда время от времени, да, подходите к монете и говорите. Ну, я читаю Всё. вот. Можете приклеить, можете положить под порог. В этом случае, вот сейчас, то, что мы проводим, в эту монету можете и класть и под порог. А можете приклеить над порогом, как хотите. Воду можете эту же. Да, воду можете это же. Ту же самую можно. Все, давайте начнем. Так. Читаю. Да. По 2 раза читаем? Нет, по одному разу достаточно, Хорошо. потому что здесь не нужно. Беру, это мой пятак, я беру пятак. Все, что мы делаем сейчас, все эти ритуалы, которые в обычное время действительно работают, естественно, и приносят эту удачу, сейчас они усилены намного. Во-первых, потому что нас с вами сейчас уже 3000 человек, по крайней мере, активных, может и больше. Вот. И потому что сейчас открыты врата богов, называется. Солнце же дошло до купола мироздания, а в куполе мироздания живут боги. Солнце доходит туда, стучится в двери к богам. Боги открывают двери, и пока солнце у них гостит один день, мы можем просить, мы можем праздновать, мы можем встречать вот это вот купол солнца. А потом солнце двигается дальше. Ну, согласно теологии славян, да? Не люблю слово мифология, потому что это не мифы, это реальности. То есть это энергия солнца, конечно же, не солнце само, как живое создание, а энергия солнца поднимается до купола небосвода, а там обитают боги. То есть оттуда идет огромная энергия вниз, знаете, как треугольником. Вот все легенды и рассказы имеют свое объяснение. Вот я вам объясняю. Поэтому сегодняшний день, этот пятак, он намного сильнее, чем в обычный другой день сделанный. Начнем, Лена. Давай. Итак, окунаю пятак в воду и читаю. Водой тебя благословила. Сколько капель в океане, столько денег в моем кармане. Теперь над огнем держу. Огненной силой заклинаю, силу огня получаю, себя на удачу благословляю. Далее окуриваю. Окуриваю священную монету, через монету деньги заманиваю. Стол мой наполню хорошей едой, кольцами пальцы украшаю, сундуки шелками да мехами заполняю. Богатство получаю,
богатство получаю, богатство получаю, богатство получаю, богатство получаю. Так, 6 раз. теперь кладу на алтарь и далее. Водой омыла, благовониями окурила, словом колдовским заговорила и богатство получила. Служи мне исправно, на пороге будь заслоном, днем и ночью стой на страже, в дом деньги впускай, из дома не выпускай. Да будет так. Заклинаю. Все, замечательно. Дальше. Теперь делаю я. И я хочу вам просто объяснить, что в такие праздники я особенно плохо себя чувствую и очень такая слабость. Потому что я очень чувствую все изменения, да, которые происходят на Земле, там, в мироздании, везде. И в такие сильные дни таким людям, как я, очень непросто. И если я провожу прямые эфиры, вот Яна знает, через силу вот эти все праздники, я бы с радостью их не снимала, потому что я настолько, ну, мне это тяжело дается. Но чтобы вы поняли и ощутили, что я это провожу, потому что понимаю, что людям это нужно. Если я это время, ну, проморгаю, да, предположим, таких сильных дней еще нужно будет ждать. А это самые сильные дни, потому что это языческие праздники. Так вот, друзья мои, вот цените это, потому что собрать вас воедино и вот эту энергию использовать, чтобы вам помочь, чувствуя себя не очень, скажем так, здоровой, это, ну, не все это делают. Не хвалю себя, просто объясняю, почему нужно в такие дни, особенно в такие дни, собрать вас вместе. Потому что в такие дни очень сильно получаются ритуалы. А они вам нужны, весь год нужен. Так, давайте, теперь я. Значит, вот сюда кладем. Водой тебя благословила. Сколько капель в океане, столько денег в моем кармане. Так, теперь огонь. Вот сюда можно. Можно вот сюда точно. Огненной силой заклинаю, силу огня получаю. Тебя на удачу благословляю. Так далее. Ну, здесь пока идет еще и. Окуриваю священную монету. Через монету деньги заманиваю. Стол мой наполняю хорошей едой. Кольцами пальцы украшаю. Сундуки шелками да мехами заполняю. Богатство получаю. Богатство получаю. Богатство получаю. Богатство получаю. Богатство получаю. Богатство получаю. Водой омыла, благовониями окурила, словом колдовским заговорила. И богатство получила. Служи мне исправно, на пороге будь заслоном. Днем и ночью стой на страже. В дом деньги впускай, из дома не выпускай. Да будет так, заклинаю. А теперь я хочу у вас честно спросить, вот скажите мне, вот все слова, которые в моих ритуалах столько лет вы произносите, проводите, особенно те, кто несколько лет проводит, вот все эти слова, эти посылы, они же все сбываются. Кольца, там пальцы в кольцах, да, шубы, чтобы было столько, чтобы некуда было класть, чтобы столько было мехов и там шелка, чтобы некуда было там спрятать. Ведь это правда. Вот почему я вам объясняю, почему я в заговорах, ритуалах даю духам четкую задачу. Не просто там делайте так, чтобы все было хорошо. Нет. Четкую задачу, цель. Вы должны называть, что вы хотите. Они не понимают слова, вот чтобы все было хорошо, чтобы жизнь была прекрасная, чтобы счастье было. Они не понимают, что для тебя счастье, потому что те духи, которых ты призываешь, у них одна цель – принести деньги, принести богатство, принести материальные блага. А какие ты хочешь материальные блага? Ты должна четко, ясно говорить. Золото, бриллианты, кольца, шубы, дома. Да, это звучит, может, материального слишком, но оно должно произноситься, если вы хотите. Вот ребенок подходит там к маме, да, ми-ми-ми-ми. Что ты хочешь? Ми-беги. Ничего. Вот на, возьми, вот, не знаю, что он там, она даст, какую-нибудь игрушку сунет. Ми-би-би. Я хочу что-то другое. А когда ребенок четко приходит и говорит, хочу молока, ему наливают молоко. Хочу хлеб, хлеб дают, да.
Хочу пинка. То есть о чем речь? Что духи мироздания, которые отвечают за благо, запомните навсегда. Когда там проводят там прямой эфир, чтобы все было хорошо, счастье, чтобы все было хорошо и прекрасно. Не понимают они это понимание, хорошо и прекрасно. Что такое хорошо и прекрасно? Объясните им. Для кого-то хорошо и прекрасно каждый день плеткой, чтобы по заднице били, а он кайфует. Вот для него это прекрасно. Понимаете? Но прекрасно ли это для тебя? Для кого-то прекрасно каждый день алкаша мужа тащить домой, лишь бы печать была в паспорте, что она замужем. Вот ей хорошо, прекрасно от этого. Но тебе же нет. Поэтому объясняю, что почему я акцентирую, почему некоторые идиоты говорят, ой, все время кольца, эти. А что надо просить, когда ты делаешь ритуал на удачу, на богатство? Что надо просить? Пластмассовые бусы? Конечно, кольца, конечно, натурально. Ты же это просишь не только для себя, ты просишь для своих детей. Они должны остаться в их жизни. Ты просишь деньги, чтобы обучить их, чтобы замуж выдать, да, чтобы им дом купить, в конце концов. Откуда у нас все конфликты, Ян? От того, что люди вместе живут в тесноте, денег нету. Все конфликты в основном из-за материального. Потому что вот смотри, например, все было хорошо, да, хорошие отношения с дедом, с бабушкой. Вот так случилось, что там сын вот где-то там взял деньги, им пришлось продать свой дом, переехать к сыну, чтобы оплатить его долг. И тут начинаются конфликты. Почему? Потому что у каждой семьи свои, то есть свои порядки, свои устои. Вот кому-то хочется спать весь день, он ночью активен. Ему достаточно, вот до утра работает и нормально он так зарабатывает. Кто-то рано должен встать, у него там другие проблемы. Он любит там копаться в огороде, вот так зарабатывает огородом своим и так далее. Кто-то там хочет коров пасти. То есть люди вот вместе сошлись, у каждого свои желания, каждый другого не понимает, и вот они грызутся. Почему? А если бы у них были деньги, они могли бы себе купить еще один дом и жили бы прекрасно. Ведь когда свою свекровь видишь раз в 3 года, у вас же любовная любовь. На 2-3 дня. Ой, ты моя дорогая, хорошая, какая у меня хорошая свекровь, какая сноха, супер. А вы попробуйте этих хороших свести вместе, и пусть они вместе живут несколько месяцев. Потом увидите, как там будет дело. Вот о чем. Поэтому самое главное, обеспечьте себе материальные блага. Все остальное придет. От этого зависит, друзья мои. Просто вот смотрите, вот женщина, да, на Кавказе, например, принято что? У женщины нет своего дома. Есть дом отца, есть дом мужа. Все. В доме отца ему говорят, тебе тут места нету, здесь братья должны жить, у них жены и все такое, тебе вернуться некуда. В доме мужа он говорит, это мой дом, как хочу, так и живу. Вот, ты не работаешь, я зарабатываю, не нравится, до свидания. Куда идти? На улицу? У него нет ни образования, ничего, выдали замуж с 8 класса. Все, некуда деваться. А если у нее есть отдельный дом, этот мужик понимает, что если он будет перегибать палку, она просто отвернется и уйдет. Он боится ее потерять. Самостоятельную женщину любят. Самостоятельная женщина, она не остается одна. Вот я почему говорю, когда женщина говорит, вот мужчину, я говорю, не мужика ищи, а ищи способ подняться. Когда у тебя будет квартира, машина, шуба, когда ты будешь вся ухоженная, вся красивая, ногти красивые, белые зубы. Покажите мне хоть одну такую женщину, которая осталась одна, ее не заметили. Ну, нету таких женщин. Или ты должна быть просто безупречная красотка, но вызывать какую-то похоть и желание, на самом деле, это тоже не говорит о том, что ты будешь счастлива, понимаете? Ты можешь вызвать похоть, и это коротко, это краткосрочно. Ну, либо ты должна сама себя поднять. Да не останься ты одна, ты себя подними, потом увидишь, сколько будет желающих. До хрена. Я не знаю ни одну женщину, которая на Лексусе сидит, в шубе, знаешь, в бриллиантах, и она одинокая, и ни один мужик на нее не смотрит. Да если она даже крокодилом будет, на нее посмотрит, понимаете? Вы не ту цель ставите. Мир материален. Да, все зависит от этого. Денег нет, заболела мать. Что делать? Идти в долг брать, идти в кредит. Вот где начинается, понимаете? А люди, которые говорят, деньги зло, это просто люди, которые ни хера в своей жизни не хотят. Деньги почему зло? Если у тебя нет денег, чем ты будешь покупать корм бездомным животным? Как ты поможешь бездомной собаке, да, отвезешь к ветеринару? У тебя нету денег.
Вон показывали на днях, как хозяйка бросила таксу из-за того, что 1500 рублей нужно, чтобы просто сделать рентген, посмотреть, что там. Она просто кинула и пошла спокойно. Ну, не видно было по ее морде, что она там бедствует и она не доедает. Но у нее нет души, понимаете? Это не человек. И не деньги ее испортили. Она сама нелюдь просто изначально была, и все. Ну вот когда у нее тоже откажут ноги, ее тоже где-нибудь кинут возле... Поверьте мне, так и будет, потому что она своим примером учит своих детей, как надо поступать. Собака заболела, выкинуть и пойти. Вот так и надо. И ребенок понял, вон что. Если ты заболеешь, маманя, я тебя тоже кину нахер и пойду. А зачем я буду на тебя деньги тратить? Вот и все. Просто некоторые дети действительно перестают просто звонить, писать и приезжать. И считают, что, так и мы есть. это не знали. Так удобно. Так, начнем. А следующее, что вы объясните? Да. Следующее, что я объясню, что за мной нужно повторять, это новый ритуал. Когда я сейчас прямой эфир завершу, я все-таки сниму пару минут, и сниму отдельно, да, благодарение богам, для того, чтобы... вообще лучше это благодарение богам постоянно произносить весь год, часто, потому что боги любят, когда их благодарят и поминают их, да, помнят от слова. И поминают тоже. Слово помнить. Просто мы больше говорим о мертвых, и поэтому это слово как-то так отрицательно звучит. Вот. Приносите это так отдельно, когда будете делать. Но я объясню, ладно. Итак, повторяйте за мной, друзья мои. Это благословение. Получить благословение богов. Если у вас какое-то важное дело и прочее, перед этим можете читать. Я сейчас с вами буду, значит, это читать, а вы будете повторять за мной. Да, вы можете мне высылать фото алтарей сегодняшних на WhatsApp. Да. Но я не отправляйте, потому Да, что у меня, вы знаете, сколько пишут, я могу даже не открыть месяцами, не увидеть это. И самые красивые, самые оригинальные алтари будут потом в наших книгах. А у нас еще много планов насчет книг. Я просто объясняю, почему. Ну, во-первых, книги писать это не семечки чиркать, да, вот так вы сели и написали. Книга должна быть достойной, нужной и полной информацией. Вот если я, конечно, сейчас, как некоторые, возьму и наполню просто книгу этим из интернета, кто такие русалки, кто такие домовые, кто такие леши и прочее, прочее, пожалуйста, у меня вот такие книги выйдут, но ни о чем. Но у нас есть уже, у нас как бы еще должны, скоро мы издаем. У меня еще, я не знаю, в этом году смогу успеть, но очень надеюсь. Вот те книги, которые очень хочу, таких книг нету нигде. Они, правда, ну и для обычных людей, конечно. Но еще есть одно но, что те книги, которые уже изданы, они постоянно востребованы, их приходится постоянно по новой печатать. То есть до новых книг у нас иногда руки не доходят. Пока мы новые начнем, да, уже опять заканчивается старые, не хочется говорить, те, которые уже изданы, да, так правильно. Старые книги, старые подписчики. Читали все бесшубые. Давайте начнем. Эти в углу сидят, биноклем смотрят. Они, наверное, уже 500 скринов сделали, приблизили, уже все разглядывают под лупой. Ой, какие вы несчастные, ей-богу. Вместо того, чтобы херней заниматься, лучше бы мои ритуалы проводили и жили нормальной жизнью. Да ну, что ты, зачем? Нет никакой аудиоверсии книг. Для чего аудиоверсии, если есть канал, если есть эти ритуалы, если показан алтарь, какую еще аудиоверсию нужно? Я вообще понять не могу. Вообще детский сад. Это же не это, рассказ Чехова. Так, начнем. Теперь концентрируемся и повторяем за мной эти слова. А после я сниму отдельно и там объясню, для чего и когда. Получить благословение богов. Начали. Секунду, я сейчас объясню. Вот для чего нужно обязательно проводить эти ритуалы? Почему нужно встречать праздники, казалось бы, да, вот эти древние, которые благословляют и помнят богов? Объясню. Если народ постоянно
вспоминает своих богов и благодарит, то этот народ живет более счастливой жизнью. Он выигрывает все конфликты, все трудности, понимаете? Иногда мне говорят, что вот у нас на моей исторической родине, не хочу называть, банят твари почему-то, что у нас нету друзей, что мы окружены врагами, что мы окружены теми, кто готов нас проглотить, уничтожить и не особо жалеет и радуется нашим несчастьям. И мне иногда хочется таким людям сказать: а посмотрите на русский народ, у них много друзей. У них время от времени вспыхивает по всему миру абсолютная антироссийская вот это все ненависть, да, вот эта вот русофобия. А у них много друзей. Просто преимущество в том, что у них большая страна, да, они сильные. Ну, погавкают и отойдут, зависят от этой страны. Но по сути, если так хорошо взять, ни у одного народа нету друзей. Есть интересы, политические интересы, есть интерес. Вот нету, и люди такие же, сильные люди в том числе. Споткнулся, упал, все забыто, все, что ты сделала людям хорошего. Все, какие друзья, о чем разговор? Понимаете? Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша страна была сильной, ваш народ был более удачливый, вы должны обращаться не к людям. Люди, они и так устроены. Сегодня друзья, завтра не друзья. Вон какие там благодарности были. Вот наши полетели когда-то им помогать тушить пожары, а они потом первые заблокировали все счета наших банков и так далее, да? Омерзительно? Да. Спасли людей? Спасли. Спасибо сказали? Нет. И не скажут. Надейтесь на богов. И в жизни надейтесь, и народы должны надеяться на своих богов. Но не просто так. У каждого народа были свои боги, которые их оберегали. Индусы до сих пор верят в своих богов. Есть национальная религия, понимаете, религия своей нации. То есть вот их народ это исповедует, и все. Своя национальная, называется родноверы, да? Например, Гарри Гиннежде называл Цера Керон. Это вера рода. Ну, практически так и происходит. Сколько индусов? 1 миллиард с чем-то. Одна из самых сильных стран. Вот посмотрите на них. Они верят своим богам. Может быть, они там что-то не мытые или не бритые, не знаю. Но они сильные. И они огромная страна. Китайцы верят в своих богов. Азиатские народности. Их много. И они всегда в преимуществе. Понимаете? Вот о чем. А народы, которые отвернулись от своих богов, очень многое потеряли. Да, Россия может быть сейчас огромная, и огромные территории, богатство, силы и так далее. Но что мы потеряли? Мы потеряли культуру общения. Мы очень много потеряли. Вы посмотрите, вот, я не знаю, человеческое общение, да, очень много. И с каждым веком все меньше и меньше вот этой духовности, душевности, вот, тратимся. Почему? Потому что потеряли. В советское время запретили христианство. Смотри, какое высоконравственное, да, поколение выросло. Реально. Потому что лбы не шибут об церковь. Да, они совсем по-другому воспитывались. В советское время реально вот просто... Я недавно читала, одна женщина мне написала из Армении: ой, Иисус тебя накажет, Иисус, зачем ты Иисуса, вот приди к Иисусу. Я говорю: слушай, иди со своим бараном Иисусом, знаешь куда? 2000 лет этот Иисус дает вас резать. Всю страну потеряли. Была от моря до моря Великая Армения, осталось, блядь, ничего не осталось. И это тоже хотят забрать. Идите вы, знаете куда? Когда наши боги были, мы были огромным, сильным государством. Нас боялись, нас уважали, у нас были просто мировые цари. А сейчас у нас: ой, за Иисусом придите. Вон идите за Иисусом. Пошли за Иисусом, да? Смотришь, перед каждым погибшим фотографии стоит икона, крест. Слушайте, эта икона и крест не спасли ваших детей. Даже после смерти вы эту икону и крест рядом кладете. Я просто... Что это за психология? Потому что вот не зря римляне изображали христиан, это распятых ослов. Понимаете, вот что за психология? Вас кидает ваш Бог ко львам, вы считаете его милосердным боженькой. Вот где это? Начнем. Празднуется сейчас. С 6 на 7. И 7 до вечера, до ночи и Купала.
пока не закончится 7 число. Сейчас уже Купала, началось. Все, дорогие друзья, начинаем читать. Иногда такая лекция тоже нужна, промывка мозгов. Итак, за мной повторяйте. Наверное, это прочитаем 4 раза, Яна, чтобы все успели. Благословите, боги, мой дом. Благословите всех, кто живет в нем. Нам весь год радость и веселье, и мечтам нашим исполнение. Богам слава и почет, а нам столько злата, чтобы потерять счет. Нам богов благословение, нам людское уважение, нам богатое житье, нам безбедное бытье. Слава богам, слава боги вам, слава, а на земле нам слава. Вы наши отцы и матери, вы всегда будьте рядом с вашим родным чадом. Мы вас почитаем и благословляем. Нам с вами рядом и яви, и в нави. Ваши руки милосердные над нашими головами. Слава предкам, слава духам, слава богам, вечная слава. Здесь несколько этих, я неправильно просто написала, я думаю, разберусь. Давайте еще раз слушаем. Благословите, боги, мой дом. Благословите всех, кто живет в нем. Нам весь год радость и веселье, и мечтам нашим исполнение. Богам слава и почет. А нам столько злата, чтобы потерять счет. Нам богов благословение, нам людское уважение, нам богатое житье, нам безбедное бытье. Слава боги вам, слава, а на земле нам слава. Вы наши отцы и матери, вы всегда будьте рядом с вашим родным чадом. Мы вас почитаем и благословляем. Нам с вами рядом и яви, и нави. Ваши руки милосердные над нашими головами. Слава предкам, слава духам, слава богам, вечная слава. Отлично. В конце, наверное, все-таки я поставлю это, чтобы мы расслабились, закончили. Ладно. Любимую нашу песню. Потому что это все-таки гимн богам. Еще раз читаем. Благословите, боги, мой дом. Благословите всех, кто живет в нем. Нам весь год радость и веселье, и мечтам нашим исполнение. Богам слава и почет, а нам столько злата, чтобы потерять счет. Нам богов благословение, нам людское уважение, нам богатое житье, нам безбедное бытье. Слава богам, боги, вам слава, а на земле нам слава. Вы наши отцы и матери, вы всегда будьте рядом с вашим родным чадом. Мы вас почитаем и благословляем. Нам с вами рядом и яви, и в нави. Ваши руки милосердные над нашими головами. Слава предкам, слава духам, слава богам. Вечная слава. Еще раз. Благословите, боги, мой дом. Благословите всех, кто живет в нем. Нам весь год радость и веселье, и мечтам нашим исполнение. Богам слава и почет. А нам столько злата, чтобы потерять счет. Нам богов благословение, нам людское уважение, нам богатое житье, нам безбедное бытье. Слава боги вам, слава, а на земле нам слава. Вы наши отцы и матери, вы всегда будьте рядом с вашим родным чадом. Мы вас почитаем и благословляем. Нам с вами рядом и в нави, и в яви.
Ваши руки милосердные над нашими головами. Слава предкам, слава духам, слава богам, вечная слава. Я всегда думаю, что те люди, которые ушли очень страшной смертью, над ними глумились, наверняка все время просили, да, Господи, помоги, Господи, спаси. А тот Господь, которого они просили, ехидно усмехался там и кайфовал от той боли, которую они получали. Тот Господь очень хотел их мучений, чтобы получить энергию страданий, потому что тот Господь, которого они просили, он Бог зла. И мне всегда кажется, если бы эти люди изначально обращались к родным богам, они бы спаслись. Понимаете, почему это происходит? Это происходит, и это зло на земле из-за того, что люди забыли своих богов, богов своих отцов. И если бы их родители почитали богов, если бы они сами знали этих богов и просили их, они бы остались живы. Я вас уверяю. Потому что те люди, которые читали на своих детей заклинания, защиты, они вернулись. А те люди, которые ходили в храме, ставили свечки, их детей убили, и убили очень страшно. Вот о чем речь. О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно благодарить добрых богов, а не злого бога этой системы. И запомните, если вы поклоняетесь богам своих отцов, тот самый Яхве над вами никакой власти не имеет. Он ничего с вами делать не может. Ему ставится запрет. Да, тот самый Бог, он тоже Бог, и он тоже обладает огромной силой. Но вас, человека смертного, трогать не может. Почему? Потому что те боги, которым вы поклоняетесь, сильнее его. Вот и все. Иначе меня сейчас не было бы на земле. И все эти испытания, которые я проходила, именно потому, что меня вот его силы и хотели свести с этого мира. Но не смогли, как видите. А теперь послушаем гимн богам и на этом завершим. Я вас поздравляю всех с началом праздника Купала. И пусть солнце в зените, которое стучится в двери богов, услышит ваши просьбы и исполнит. Если они добрые, конечно. Потому что просьбы и желания должны быть добрые, чтобы они получались. Здесь большая акустика. Да? Ну, сейчас посмотрим, если что. Она и так не громко. Боги мои, боги правы, черные да белые, подскажите своему сыну, чаду неумелому, как пройти по лезвию мне, тонкому да острому, через топи до болот, к берегу острову. Три души во мне, три зверя, рысь, медведь да серый волк, разбрелись по темным дебрям, отыскать вам мраке толк, только толку что-то мало. Вот и мечутся они, вечно попадая в западни. Боги мои, боги я, славные да правые, исцелите мои раны луговыми травами. Стосковался я по жизни, немудрящий, праведной, где на каждого по солнцу, да помилует одена. Три души во мне, три птицы, кричит ворон да сапсан, потянулись вереницы к бирюзовым небесам. Только птичьему полету долгим быть не суждено, и опять я
боги мои, боги мои, старые забытые, опаленные кострами, да плетями битые. Дайте мне испить, напиться сонкой дикой ягоды, чтоб услышать голос крови богатырских прадедов. Три души во мне, три силы, боль, надежда да печаль, а вокруг меня Россия, беспределов бы начал. Я же рощи, я же мир, тот же пахарь, говорят, только все же что-то в ней не так. Позади опасные броды, да седые камни времен, впереди чужие народы, да мельканье чьих-то знамен. Обернусь и вижу дорогу, что свернулась будто петля, но вдали обещана Богом, ждет меня святая земля. Черные да белые, подскажите славный сын, чаду неумелому, как пройти по лезвию мне, тонкому да острому, через топи до болот, к берегу острову. Три души во мне, три зверя, рысь, медведь да серый волк, разбрелись по темным деткам, отыскать во мраке толк, только толку что-то мало. Вот и мечутся они, вечно попадая в западни. И напоследок, друзья мои, я хочу вам сказать. Глупый человек надеется на человеков, умный человек на богов. Люди могут предать, а боги никогда. Люди слабые, а боги всемогущие. Поэтому в своей жизни, если у вас есть трудности, проблемы, бедствия, всегда обращайтесь к богам, не к людям. Люди не смогут вам помочь в той ситуации, в которой боги могут помочь, и развернуть все в вашу сторону, в вашу пользу. И как боги наказывают обидчиков, и как справедливо за вас мстят, мне кажется, за эти годы вы уже в этом убедились более чем когда-либо. Из ниоткуда, из какой-то пустоты к вам приходит помощь. И запомните, единственное, что они от вас ждут, это верности. Больше ничего им от вас не нужно. Им не нужна ваша душа, она и так им принадлежит. Им не нужны ваши золото, бриллианты, они не ваши. И после вас они уйдут, кому уйдут, это уже не вам решать. Они хотят только одного от человека – верности. А верность – это понятие растяжимое. Туда входит и благодарность, и признательность, и иногда почитание, иногда красивый алтарь и так далее. Вот и все. А те, которые перебегают отсюда туда, оттуда сюда, они не нужны ни там, ни здесь. Предателей никто никогда не уважал.
их просто используют и выкидывают. Собственно, все. Всех с праздником, и все, пусть у вас будет хорошо. Я Всех думаю, с праздником, да. да. Я думаю, что эта энергия, которую мы с вами собрали и вместе провели, она очень, очень будет способствовать и помогать вам весь год. И завтра всем на речку. Да. Всем как штык. Всем удачи, друзья мои. Пусть наши древние праздники и поверья постепенно возвращаются обратно. Слишком уж мы истосковались, и ничего нам новые религии не принесли, кроме крови. Согласитесь? Всем удачи!